Репортаж с DreamHack Summer 2015 мы продолжаем. Со мной рядом Александр Кучер, игрок команды ВП. Привет. Привет. Собственно говоря, первый день DreamHack для вас вчера так прошел, видимо, в таком лайт-режиме. Чем занимался лично ты? Ну, мы, в принципе, приехали весьма уставшие, часа в 4 утра, и до этого мы были в Америке. И, соответственно, мы больше времени потратили на адаптацию новому часовому поясу, скажем так. То есть мы хорошо высыпались, кушали, смотрели, что здесь, и немного вечером поиграли, чтобы привыкнуть к компьютерам. Ну и настроили их под себя. Брал интервью у твоих напарников, у менеджера. Оба человека сошлись во мнении, что на MLG была грязь. Ну, то есть было сложно, в такие нехорошие для себя условия попали. Тебя лично что-нибудь там не устроило, или, может быть, тебя, наоборот, все устроило на MLG? Ну, я, наверное, буду третьим, кто с ними не согласится, потому что мне было более-менее нормально. Я, в принципе, более-менее успел адаптироваться к режиму. Климат там, есть хуже, чем тот климат в Техасе. Понятно, что тяжеловато, немного непривычно, но я бы не сказал, что это там сильно критично. То есть во время игр, там второй, третий игр, ты не чувствовал такого, там упадок сил у тебя не было такого? Или все-таки там понимал, что играешь не на максимум, и это за счет того, что где-то плюс 40 на улице, в помещении 16? Не, понятно, что оно влияет, но лично на меня влияло не сильно. Мне больше мешало то, что я сидел с краю, и мне было очень холодно, на меня кондиционер дул, и все. Но я на следующий день пришел в кофте, и мне было нормально. Ну, окей. Здесь на DreamHack условия для тебя, лично ты видишь там разницу лучше, чем на MLG? Или, ты выглядишь таким, то есть сейчас говоришь, что, в принципе, окружение для тебя такого несерьезно влияет. То есть для тебя главное, что ты сел там, удобно настроился, насколько я понял, что там на улице какая температура, что там внутри не сильно тебя беспокоит. То есть ты такой быстро приспосабливаешься или нет? Или есть что-то, что тебя может из колеи выбить? Ну, конечно, есть, но суть не в этом. Суть в том, что приспосабливаться тоже нужно учиться и уметь. То есть я немного больше времени, чем мои коллеги, на это потратил, скажем так. Меня, между прочим, этому Дэнди обучил, собственно. То есть нужно искать проблему не в окружающих местах, а в себе, и как это можно исправить. Потому что, есть свои истоки, свои причины, биологические, не биологические. То есть решить это, в принципе, как-то можно, частично. Ты стараешься как-то этим знанием поделиться со своими напарниками нынешними? Да, стараюсь. Получается до них донести? Да, я думаю, да. То есть они уже начинают. Это замечательно. Наверное, немногие, может быть, кто-то знает, что ты еще в первую доту играл за VG, по-моему, за DTS, если не ошибаюсь, да? Да. И ты такой интересный пример человека. Обычно люди из киберспорта уходят в реальную жизнь. То есть у тебя был такой период киберспорта, потом, не совсем верно это называть реальной жизнью. У тебя был период киберспорта, потом ты работал в Нави программистом, если не ошибаюсь. Не только в Нави, да. Но Нави была, конечно, моей точкой, где я работал. То есть имеется в виду, что ты оставил киберспорт и работал программистом. Да, все верно. И потом вдруг решил вернуться в компьютерный спорт. То есть это, действительно необычно так. Я не знаю, есть ли еще подобные случаи в киберспорте, я, по крайней мере, о них не слышал. Расскажи, как ты, собственно говоря, пришел к этому, что тебе желание вдруг какое-то появилось снова в доту пулять, или тебе надоела твоя работа, и ты решил, как вообще получилось так, что ты снова вернулся? Могу сказать, что если нужно быть лучшим в любом деле. То есть, соответственно, программирование я тоже к этому стремился долго, 5-6 лет, и, в принципе, вышел на очень крутой уровень. И почему я это оставил? Понятно, что это надоедает немного со временем. Тут, в принципе, очевидно, когда 6 лет работаешь. И на тот момент мне показалось, что у меня есть возможность, скажем так, рискнуть, попробовать, потому что Dota вышла на тот уровень, что с этого можно иметь больше, чем с программированием. Если все сделать правильно, понятно. В принципе, могу сказать, что так и есть. Тяжело вообще было решение принимать, или оно так легко пришлось? То есть сколько ты думал над этим, или это было так импульсивно чисто? Нет, это решение очень обдуманное, его нельзя именно импульсивно принять, потому что, во-первых, нужно закрыть долги по работе, выполнить все по работе, во-вторых, если ты в доту придешь просто, я пришел и хочу играть, у тебя тоже ничего не выйдет. То есть я, допустим, 3-4 месяца готовился перед International, чтобы быть в форме. То есть это было долгое обдуманное решение.
Ты готовился один или уже, возможно, с какими-то там людьми, которые потом в NVMI вошли? Нет, я один готовился, и как бы то есть у нас таких планов не было. После International много что может меняться, до него загадывать в то время было очень сложно. Мне это напоминает фильмы, знаешь, старые про карате, где там герой начинает готовиться, там бьет деревяшки. А твои тренировки вот тогда, когда ты чувствовал, что тебе нужно подготовиться, чтобы выстрелить, они по сравнению с теми, которые сейчас командные есть, они легче были, сложнее или такие же, или вообще, может быть, некорректно сравнивать их? Честно говоря, сложно сказать. Я думаю, они были сложнее. А с чем это связано, что они сложнее были? С тем, что ты один был? Ну, с тем, что больше приходилось работать одному, а не с командой. Ну, то есть приходилось оттачивать какие-то навыки, которые у меня сейчас есть. То есть сейчас я могу строить игру на каких-то своих привычках и навыках, которых я уже наработал. А когда у тебя их нету, для тебя идет игра сложнее. Ну, то есть там банально крипов добивать сложнее. А когда у тебя есть привычка, ты это даже не замечаешь. У тебя больше внимания появляется. Или внимание развивается. Вот. Окей. Ну, соответственно, одна из самых животрепещущих тем, связанная с тобой, это уход из ВП в Нави и возвращение обратно. Я не будем здесь... Просто, если ты сможешь все свести до одной причины, до одного слова, почему, собственно говоря, ты из Нави обратно вернулся в ВП. Если так можно сделать, то я попросил тебя сказать. Если, не можешь, и не будем эту тему дальше трогать. Ну, на самом деле, изначально я хотел с Артемом переходить, ФНГ, но у него не вышло. И, собственно, не знаю, мне кажется, это, наверное, одна из основных причин. Но ты все-таки перешел. Не только Артем, но и старая команда тоже. То есть мне с ними комфортно играть было и так далее. То есть я не особо хотел, но как бы с Артемом было бы еще более-менее, но как бы у Артема не вышло и так. Окей. Вы, собственно, здесь сейчас ждете игру, по-моему, там с Burden United или с кем там, с Непами. С Непами у вас будет игра. Вы с ними уже играли, соответственно, на MLG. Какое-то есть ощущение того, что, хочется отомстить? То есть в этой игре будет для вас что-то большее, чем в какой-либо другой обычной игре? Думаю, да. И вот Непы для нас, не то что принципиальный соперник, но мы с ними весьма часто сталкивались. В основном побеждали. На MLG проиграли, неважно по каким причинам. Но думаю, сейчас нам будет легче гораздо. Я надеюсь на это. Впереди у вас, помимо матча на DreamHack, еще через, по-моему, 1,5 или 2 недели ESL One. Такой, довольно жестокий марафон, там 2-3 часовых пояса. Действительно, график напряженный. Я знаю, что ты много спишь. Мне уже тут сказали, что ты спишь много и стараешься... Нет? Я сплю нормально, как любой человек. Но я, опять же, я стараюсь, если я, допустим, приехал на турнир и до этого не выспался, допустим, я не доспал 4 часа, мне надо их доспать. Тогда я приду в свою максимальную форму физическую. Соответственно, у меня билет был через Питер. В 8 утра, заснул я в 4 утра. Соответственно, я 4 часа не доспал. И тут как раз 2 дня было, я по 10 часов поспал. И сейчас я чувствую себя круто. У тебя есть такой четкий график того, что тебе, даже не перед играми, а вообще нужно делать. Поспать там, допустим, 8 часов. Если ты поспал 6, то ты потом 2 часа еще досыпаешь. Не совсем так биология работает. Если ты что-то не доспал, ты рано или поздно это доспишь. И твое КПД будет ниже. То есть, если я возьму себя, который там 3 дня назад не доспал 3 часа, и себя, если я не доспал, я буду сильнее. Вот и все. То есть, соответственно, я вот этим И то есть, я примерно по себе знаю, что мне лучше, там, к примеру, прийти потренироваться, там, разогреться или там поспать 2 часа. То есть, я лучше выберу там второй вариант. Я вижу, ты такой именно очень хорошо подкован в плане физиологии, даже, может быть, где-то и в других. Ты специально это читал, обучался этому, или это как-то пришло тебе так частями, неожиданно, решил здесь чуть поднабрался, там чуть поднабрался? Не знаю, на мой взгляд, это естественно и логично. Обычно все, что естественно и логично, оно есть правильным. То есть, и по себе я чувствую, что это так и есть. Что-то читал примерно. Но, в принципе, для меня это очевидная вещь. Окей, Дота меняется, она за последние несколько месяцев довольно сильно изменилась. Для твоей позиции, для хардлейнера, если я не ошибаюсь, да, какие-то конкретные изменения произошли, которые ты прочувствовал? Может быть, стало легче играть, может быть, стало сложнее играть? Стал играть немного по-другому, но в целом я просто больше времени играл на позиции мид, до того, как опять на хардлейнера переместился. Но если сравнивать с хардлейнером времени, когда я играл еще в NVMI, то
в принципе, типа, повысила степень агрессии. Нужно больше, ну, то есть, типа, ну, нужно просто более агрессивно играть. Ну, вот и все. И то есть мне, в принципе, более-менее привычно. На позиции 2 я больше фармил, типа, прям пипец. Там ну, приходилось изучать, вот, как бы, ну, и понимать, и просчитывать максимально правильное распределение фарма. То есть, ну, чтобы, к примеру, за минуту, типа, всей командой забрать как можно больше денег по всей карте. Сейчас этого не требуется. Но, с другой стороны, типа, опять же, этим можно играть. Вот мне не совсем нравятся такие изменения, когда, как бы, из одного так жесткого во второе. И плюс команды, ну и моя команда в том числе, что типа все, не фармим, типа там только деремся, так тоже неправильно, по идее. Ну, результат должен быть где-то посередине, между там фармим и не фармим. Но как бы чем больше сыграешь, типа, и чем больше у тебя опыта, тем как бы лучше ты эту точку найдешь. Да, я согласен. Вернемся немножко назад. Квалификация на TI. Многие, ну, практически все, у кого я брал интервью, и все там игроки НИП, Burden United, они говорят, что у Нави нет шансов. До квалификации, до того, как она завершилась, когда Нави выиграли, твои мысли, вот, кого ты ставил на поездку в Сиэтл? У меня на поездку в Сиэтл шли Альянсы и Нави как раз. Вот. Тут суть не в том, что кто там слабый, сильный и так далее. Тут смысл в том, кто сильнее из этих всех ребят, которые участвуют в квалификации. То есть по мне все остальные команды были, ну, не то что слабые, но как минимум нестабильные. Вот. А как бы эти квалификации, как я уже говорил, ну, реально все расставили по своим местам. А по поводу Веги можешь что-то сказать? Это так, ну, удачно для них сложилось или действительно они на топ-2 там стабильно зашли бы в любом случае? Ну, топ-4 я их точно вносил, скажем так. Потому для меня, в принципе, то, что они в топ-2 вошли, конечно, я удивился, но как бы ничего особенного. А для тебя, для человека, который, собственно говоря, ну, достаточно недавно вернулся и уже ты участвуешь на Интернешнале, насколько, ну, ты ожидал того, что ты за такой короткий срок добьешься, ну, действительно многого? Потому что, да, действительно, ты добился уже многого. Ну, я же говорил, я подходил к этому всему с умом, и как бы, то есть я старался анализировать все, там, и общение, и игру, типа, и тренировки, и, ну, то есть все. То есть если у меня, скажем так, это получилось за столь короткий срок, значит, я это делал лучше, чем другие. Значит, другие люди об этом не думают или думают меньше. То есть, значит, мой подход правильнее. Я не могу говорить, что у меня там таланта больше, чем у кого-то другого. Ну, то есть я скажу, что это, скорее всего, подход решает. Ты, насколько, если я не ошибаюсь, самый старший из игроков Нави, 26 или 25? 25, да. 25. Там, по-моему, всем остальным... Не Нави, ВП, извини, да. Там ребятам по 24. У тебя, ну, и опыта у тебя там все-таки побольше, там, чем там возможно, или Дана, там у тебя вот первая дота за спиной. Бывает ли такое, что вдруг на тебя нападает мандраж? Или ты избавился от этого? Ну, в игре, когда сидишь там, или до игры, или там после игры, знаешь, там бывает, надо ручки начинают немного трястись, хотя внутренне ты спокоен, но руки подводят. Я понял, о чем ты. У меня немного не так. У меня идет, как бы, всплеск адреналина, типа, у кого-то он выражается мандраж, у меня наоборот. То есть, ну, этот адреналин, как бы, увеличивает мою реакцию, там, мышление и все остальное. То есть на меня это влияет положительно. То есть я могу сказать точно, что на ланах я играю сильнее, чем в онлайне. Ланы для тебя как такой допинг разрешенный? Типа того, да. Я еще могу Red Bull кого-то выпить. Замечательно. Окей, спасибо тебе огромное. Давай перейдем к заключительной части. Привет и пожелания. Ну, привет всем, кто нас поддерживает. Мы будем стараться. Замечательно, спасибо огромное. Надеюсь, вы с нами встретитесь в финале и обе команды покажут красивую игру. Пускай победит сильнейший. Точно.